Кажется, что за границей рай, где все легко и просто. Переедешь, и успех обеспечен. Я про Израиль не знал ничего, вот от слова вообще ничего. Мы расскажем, почему нельзя переезжать в В Израиль. Израиле есть такая поговорка: от шаббата до шаббата брат обманывает брата. Здесь повсюду безумные цены. Если я поеду затарюсь, там, предположим, ну вот нормальный жратвой на холодильник, да, вот, то я, наверное, тысяч пять оставлю баксов. В Израиле скотское отношение к людям. Мне кажется, если в Израиле не кричать о себе, то тебя никто не заметит, и тебя могут задавить. А бизнес в Израиле делается просто через одно место. Я тебе контракт в жопу засуну глубоко. Но все-таки есть приятные исключения. В Израиле можно жить только любя эту страну. Израиль не любит чужаков. Но мы покажем истории героев, которые рискнули и переехали сюда жить. Первое, что я увидел в Израиле, это вот я вышел в аэропорту, я до этого никогда нигде не был за границей, но первое, что я увидел, вот такого огромного таракана. И что? Таракан. Ну, таракан, ну ладно. Гигантский, я таких никогда не видел. Ну и что? У нас, знаете, такие маленькие одесские прусачки. Это же никуда, а тут прям... Так я, знаете, что вообще? Потому что они летают. Да. Он взлетел еще? Он еще взлетел, да. Вы что, переехали в Израиль? Да, так получилось. Давно? Я уже 9 лет в Израиле. Я Жена 3 года. 3,5 уже. 3,5. А откуда вы? Где вы раньше жили? Мы оба одесситы. Одесситы? Да. Как так получилось, что вы решили перебраться? Сначала решил я перебраться. Я перебрался один 9 лет назад, в 2013 году. Проходил все этапы репатриации. Зачем просто? Вот, ну, жил бы, жил. Я хотел попробовать, я хотел увидеть что-то другое. Да? Я до этого, кроме Одессы, в принципе, ничего и не видел. И на этом настаивала моя мама в какой-то момент. То есть она говорила, что вот ты никак не развиваешься, ничего не делаешь, попробуй, попытайся. Я был просто такой, знаете, Мамин да, я был мамин сыночек. сыночек. Мамин бабушкин, да. Мама тогда уже болела, и она понимала, что Она хотела, чтобы он вырос, Значит, в общем, да. без нее. Ну, чтобы, если вдруг что, я да. как-то стал на ноги. Ты, значит, сюда переезжаешь. Да. У тебя куча денег. Какая куча? Слушай, я всегда умел деньги тратить, никогда не умел их копить. У меня было 30 тысяч долларов. Подожди, у тебя осталось всего 30 тысяч долларов, и ты с ними переехал. В смысле осталось? Я их вот заработал за последние месяцы и привез. Так, ну тут у нас 30 тысяч долларов не сильно долго проживешь. Ну, на самом деле, прожить можно где-то год. С учетом того, что еще государство новым репатриантам платит деньги, там подъемные какие-то, ну ты знаешь. Окей. Итак, значит, вы сюда переехали. Да. И чем стал заниматься здесь? Какой у тебя появился план действий? Плана у меня не было никакого. То есть поначалу я, в общем-то, кайфовал, кроме одного момента. Если не бойся, я расскажу одну историю, которая была в первый день, когда вы приехали. Давай. Потому что это был трындец. Короче, мы, значит, приезжаем, там, выходим из самолета, значит, приехали, там, поселились там в нашем временном жилье. Вот. И тут, значит, один знакомый, он такой: поехали, говорит, я вас в магазин отвезу, значит, продуктов хотя бы купите, потому что вообще ни черта нет. Ну вот мы голодные, как бы жрать нечего. Значит, приехал он за нами, посадил меня в машину, поехали мы. Надо сказать, что мы приехали в шаббат. Ну, потому что я не понимал, что шаббат — это как бы слегка нерабочий день в Израиле. Вот. В общем, в шаббат мы поехали в магазин. Я вышел из магазина с маленьким-маленьким пакетиком. Там был какой-то шампунь, там, не знаю, там расческа, что-то из фруктов немножечко, чуть сыра и там хлеба какого-то. Да? Вообще ничего не купил. И это стоило 650 шекелей. Если перевести по тому курсу на доллар, 200 долларов. Я такой, короче, переезжаю с этим пакетиком домой, говорю, такой же жене подхожу, говорю, знаешь, говорю, вот это стоило, говорю, 200 баксов. Я говорю, мне кажется, мы здесь не выживем. Вот. Это потом оказалось, что он привез нас в самый дорогой магазин Израиля. Вот. Но у меня в тот день была реальная паника. Потому что я просто прикинул, что если я поеду затарюсь, там, предположим, ну вот нормальный жратвой на холодильник, да, вот, то я, наверное, тысяч пять оставлю баксов. Огромные деньги, скажем, не только стресс. Потому что тоже, когда мы жили еще в Украине, в Черновцах, у нас тоже была некая сумма, некие бюджеты. Мы тоже распоряжались там машины, хотели купить еще что-то. Ну, так случилось. Но мы что не мы планировали переезд, конечно. Да, это аренда квартиры, это еда, это много расходов тоже. И мне так повезло, так я, в принципе, работаю онлайн, да, и мне еще как-то украинские банки Apple Pay контачат с магазинами, потому что еще более-менее удобно. А так? Но основная проблема все-таки в документах. Очень тяжело получить израильские документы. Мы, когда были в Нетании, была такая акция одноразовая, как экспресс-репатриация. Собирались люди, которые жили в этой гостинице, им просто за один день могли делать документы. Но это только у кого есть родственники евреи, у которых есть конкретно документы.
Вот. Мы не подпадали под эту акцию, поэтому, да, было нам тяжеловато. И сейчас тоже, потому что у нас до сих пор за 3 месяца нету никаких документов. В смысле, вы здесь до сих пор без документов? Да. Да. То есть вы в этом смысле беженцы? Нет. Или Мы как? туристы. Какой у вас статус? Статус Туристы? туристов, да. И получается, какие проблемы? В принципе, то есть если человек прошел ГИЮР, что бы я посоветовал, в принципе, без документов лучше в Израиль не приезжать. То есть если есть какая-то, есть же разные организации, которые помогают за Израилем это сделать, это будет самый лучший мягкий вариант, потому что Израиль, в принципе, государство не помогает никак. Жена заболела короной, сразу же мы поехали в больницу решать вопросы, а это получается там, мы попадали под туристические законы, за дорогу заплатить, за там отдельно там $100 в одну сторону, $100 в другую, потом еще отдельно свои суммы за вот капельницы там ставили разные варианты. Короче, так. Жизнь в Израиле дорогая, особенно когда турист. Сколько Да. у вас примерно вот за эти 3 месяца пришлось потратить бюджета, чтобы адаптироваться как-то? Я могу примерно сказать. Смотрите, того, что я зарабатываю, только со своей карточки мы так чисто посмотрели, не считая других денег, которые у нас были с собой, это только $6000 только с моей карточки за 3 месяца. Это то, что я примерно зарабатываю. Все остальное, это не считая того, что мы платили аренду квартиры, это $1000 сверху. Это не считая того, что мы уже, получается, лекарства покупали и прочие вещи. Еще хорошо, что если вам продадут лекарства. Начнем с того, что не везде продают лекарства. Без Надо, документов, если рецепты опять-таки. какие-то. И вот постоянно приходится искать какие-то тяжелые пути, чтобы хоть как-то добыть результат. Значит, мне выдали Теудат Оле, потом нас спустили на... Это временный паспорт? Да, это такой временный документ. Какие-то деньги даже. Я не помню, какую-то сумму наличными в конверте. И потом нас посадили на маршрутку и возили. Возили по всей стране, развозили всех этих новых репатриантов по всем городам. После этого меня привезли в Крайоты. Это пригород Хайфа. Там было такое здание, Как общежитие. А, да, как общежитие, даже похоже больше для нелегалов. Там была куча африканцев, то ли эритрийцев, то ли эфиопов, да. Меня поселили в большую комнату, даже это был номер такой, состоящий из нескольких комнат, и все. То есть у меня не было ничего. Я был в этом месте порядка 2 дней, потом ко мне приехала куратор. Привезла мне еду какую-то. У меня было такое психологическое жуткое состояние, что я не понимаю, где я, да, я не понимаю вообще, что происходит. Далеко от мамы. Да, я пытался как-то дозвониться, не было тогда возможности, у меня еще был какой-то такой не очень хороший телефон. И дальше ты все-таки решил здесь остаться. Да, я решил Почему? попробовать. Это как жизнь, мне интересно, чем все закончится. По сегодняшний день, кстати. Но учиться он не пошел. Говорят, что там ничего нет. Окей. Так. Узнаем. Посмотрим. Проверим. Друзья, кто из вас хочет стать героем нашего следующего выпуска? У нас есть для этого специальный телеграм-канал. Чатик, точнее. Вот здесь вот он выглядит вот так. Ссылочка будет в описании. Если вы хотите попасть к нам, то мы регулярно проводим кастинги в этом канале. Вы можете узнать, какую страну мы снимаем, каких людей мы ищем, написать нам, и мы будем рады вас пригласить. Также я в этом канале выкладываю фоточки, анонсы, кадры из того, как у нас все происходит. Стараюсь отвечать на все комментарии. Поэтому, кто из вас хочет быть поближе, пообщаться и поучаствовать в нашем выпуске, то заходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал. До встречи и продолжаем просмотр. Саша, признаемся, что мы давно знакомы. Придется. И надо сразу сообщить, что ты неприятный человек. Отвратительный. Потому что 10 лет я уговариваю тебя работать со мной, а ты все никак, все везде, где-нибудь в других конторках. Сейчас мы в Израиле. Да. Ты сюда переехал. Да. Сколько ты уже здесь находишься? 4,5 года с момента, когда мы окончательно перебрались в Израиль. То есть ты уже местный житель почти что? Считаюсь, да. Разобрался. Но я знаю, что у тебя здесь непростая была ситуация. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Что у тебя было в России и почему ты решил сюда переехать? Пока я жил в России, визуально, глобально для народа казалось, что у меня все очень хорошо, потому что я был генеральным директором большого агентства рекламного, денег было реально дохера, даже больше, чем дохера, но на самом деле это было внешне, потому что я довольно долго там рос на своем рынке, да, и у меня появилось ощущение, что я уткнулся в потолок,
какой-то момент мы решили, что мы поедем в Израиль и просто попутешествуем, получим документы. Потому что, папа у меня еврей, значит, я могу. Мы, значит, приехали, получили документы, и честно признаю, что была идея, что мы еще там лет 5 точно в России остаемся, как бы работаем, там копим деньги там, и так далее. Ну, в общем, представь себе, приезжаем, значит, из солнечного Израиля с документами, с паспортами, мы уже израильтяне. Я читаю там новости российские, читаю новости, значит, израильские, и, значит, с одной стороны там все становится как бы немножко хуже. Бешеный принтер, помнишь? Вот. А с другой стороны читаешь, значит, здесь повысили средние зарплаты, значит, здесь там такой-то бизнес открылся. То есть мне стало настолько серо, настолько вот как бы тяжело находиться уже там в России, что просто в какой-то момент я подхожу к жене и говорю: давай, говорю, вот сейчас уедем. Вот. И на удивление моя жена, которая потомственная москвичка, и которая, казалось бы, там, совсем москвичка, вот, она говорит: а давай. Вы здесь будете жить? Если Всевышний решит, то да. С Божьей помощью, да, Божьей это пока под вопросом. Пока под вопросом, но да. Окей. Как давно сюда переехали? Мы приехали из Украины. Приехали примерно 3 месяца назад, в первый день войны. Мы выехали. И так случайно тоже получилось, что мы до этого думали, что будем уезжать, да, в Румынию. И когда мы пошли уже на вокзал, то есть утром у нас была просто возникла такая мысль: а давай просто пройдемся на вокзал, спросим насчет билетов, да, то есть чтобы мы примерно запланировали, когда сможем ехать. Мы приходим, нам говорят, вот последний автобус будет через полчаса. И не в Румынию, а в Молдавию, А потому что Молдавия. Румыния тогда не принимала. И получается, что у нас в запасе было буквально 20 минут на то, чтобы прийти домой и взять хотя бы один чемодан. И мы взяли просто любой чемодан и побежали на автовокзал. Ну, один, да, могли больше взять, но, честно говоря, сложно. Очень много вещей, и все не возьмешь. Получается, вы почти все свои вещи, а остальные оставили? Да, квартира, вещи, все там. Да. Всю жизнь там оставили, так скажем, прошлое. Вот. Да, это точно. Вот. И собрались и уехали в Молдавию. И самолетов не было долгий период. Мы 2 недели были в Молдавии. Вот. И там уже решали, что делать дальше. Вот. В 2 словах так. Это про переезд, все было в спешке, не запланировано вообще. Как вы познакомились здесь? Мы познакомились еще в Одессе. Мы знакомы с 13 лет. То есть ты тоже с Одессы? Да. И получается, что вы как были знакомы оттуда, Да. и ты как сюда-то решил перебраться? Получается, что мы были знакомы очень давно в Одессе. Еще познакомились в 13 лет, очень дружили хорошо. Вот. И получается, что... Что сдружили? Вы встречались? Ну да, но нам совсем было там по 13 лет. И как бы, мы первая любовь, там все такое, да, мы встречались, потом жизнь нас развела, но мы дружили. И он как-то приходит ко мне и говорит, типа, вот я переезжаю в Израиль. А я, чтобы ты понимал, даже не знала, что он еврей. У них как-то в семье это очень как-то было скрытно, они особо не говорили об этом. И я как бы его поздравила, порадовалась за него, и он улетел. Прислал мне фотографию, что он уже в Израиле. Написал мне там сообщение, типа, что ты замуж уже вышла. Я говорю, нет, я говорю, пока никто не берет. Вот. И, в общем, мы как-то попереписывались. Он говорит, приезжай, типа, в гости, я покажу тебе Израиль. Я прихожу к родителям, а мне тоже 21, я учусь в институте. И родители такие, я говорю, пригласили в Израиль. Они такие, куда, к Жене? Я говорю, да. Он говорит, хорошо. Такая, в смысле, мама, это Израиль? Ничего, типа... И, в общем, мы договорились, он пригласил меня в декабре. Мы в октябре где-то начали общаться, и в декабре он меня пригласил посетить Израиль на 13 дней. Я приехала, отношения пошли хорошо. И, в общем, закрутилось. Но ситуация заключалась в том, что просто так переехать в Израиль я не могу. Как девушка, как жена даже, то есть это долгий процесс, и мы тогда об этом не знали, вообще не знали, что есть такая процедура. И получается, что мы гуляли, наслаждались жизнью, друг другом. Женя тогда жил в Аку, это очень арабский город, прям очень, да, там сейчас как бы живут уже репатрианты русскоговорящие, но тогда там очень много. И, в общем, мы как-то гуляли с ним по старому городу, да. И, в общем, зашли в кальянную. Такую антуитичную очень вообще, чисто их арабская тема. Там только кальян и черное кофе. В общем, курили кальян, и тут к нам, в общем, подходит человек, араб,
полностью. То есть он даже по-русски ни слова. Потом он узнал, что я здесь ненадолго, и что он начал нам рассказывать, что типа ты можешь здесь остаться, я типа вам помогу. Мы не знали, чем это закончится, но вот из разряда, что будет дальше, интересно. Дочка родилась через месяц после того, как мы приехали. И через какое-то время, значит, прошло полгода уже, я понимаю, что надо что-то делать. Потому что скоро деньги закончатся, надо куда-то двигаться. Вот. И мне пришла в голову совершенно замечательная идея, на мой взгляд, тогда. Это открыть детский садик. Идея, на самом деле, классная сама по себе, потому что дети в Израиле — это самое главное, что, в принципе, здесь есть, да, и детский садик, в принципе, нужно постараться, чтобы он не пошел. Вот. В общем, я еще подбил на это еще одну семью, с которой мы вместе учили иврит. Значит, мы запартнерились, получили кредит еще по этот бизнес. Вот. Сняли дом. Дом сняли аж на 3 года, чтобы нам не пересчитывали потом стоимость аренды. И, значит, начали там делать ремонт. Параллельно я еще на работу устроился, кстати. То есть так получилось, что нашлась компания в России, которая начала платить мне очень нехилые деньги за мою удаленную работу, плюс там командировки, поездки, все красота. Я уже чувствую себя, я просто король Израиля. И тут сейчас еще садик мы откроем, будем еще там, не знаю, 40 шекелей в месяц получать, говоря, и все, значит, мы будем там золотые унитазы, там квартиры по всему Тель-Авиву, значит, будут наши, все будет наше. Немножко получилось по-другому. Значит, все началось с садика, точнее, с дома. Садик у нас не получился. Что случилось? Дело в том, что у нас были соседи по улице, которые были родственниками тогда действовавшего мэра города. Вот. И в этот момент казалось, что вроде как Израиль правовое государство, но чуть-чуть не всегда. То есть если есть родственник мэра города, то можно где-то немножечко законы нарушить. И вот просто представь себе, к нам каждый день приходили полицейские от города. Они заходили, они спрашивали, а что это вы тут делаете? А почему вы шумите? А потом к нам пришла бумага о запрете делать ремонт на территории нашего арендованного нами дома. Это противозаконно. Но у нас не было иврита, у нас не было ивритских знаний, у нас не было вообще ни хрена. Вот. И вот там приходит такая бумага. Просто запрет. Стоп. У нас висит вот этот дом гребаный, который стоит в аренде больше, чем там даже медианная зарплата по Израилю. Значит, мы с партнерами с нашими, они сразу там поникли. Решили уезжать обратно в Украину из Израиля. Мы как-то с ними попилили там долги, а с женой решили, что мы будем жить в этом доме. Но в конце концов зарплата у меня есть, хрен с ним, квартиру, значит, не будем снимать этот дом. Вот. Казалось бы, тоже решение такое себе уже, значит, денег не так много, золотые унитазы уже не светят, там квартира в Тель-Авиве подавно. Прошел месяц, и меня увольняют. А где вы разместились в Молдавии, если вы просто... Нам помогла община еврейская. Да. Весь путь нас сопровождали еврейские общины, притом абсолютно разные раввины. У нас есть раввин в нашем городе, Черновцы, и который курировал нас и направлял к разным раввинам. Вот в Молдавии у нас была община, потом мы переехали в Румынию, но это было так, вообще не запланировано. Мы переехали в Румынию, мы планировали остаться там хотя бы на 1 день, чтобы спланировать потом перелет. Мы еще думали, или мы переезжаем куда, или в Израиль, или в другую страну. Да, так вот, нам оформили буквально билет, на бумажке написали билет, место, потому что это была эвакуация. Вот, и израильтяне, и евреи, которые имеют право на репатриацию, их прям вот этим спасательным Там рейсом был спасательный вывозили. самолет, да. Мы тоже не ожидали, не думали, что такие спасательные рейсы вообще. Ты, получается, какого числа вы сюда приземлились? 2 марта. 2 марта, да. 2 марта ночью мы были здесь. Потом мы ждали 5 часов в аэропорту. Огромная очередь, не всех людей принимали, потому что Израиль не принимает беженцев из Украины. Я уже, как говорила, только люди с правом на репатриацию, у которых есть хотя бы какие-то еврейские документы, их принимают, но все равно это берет очень много времени. Да. И утром мы уже вышли с аэропорта и... Где вы разместились? Где вы жили? Мы вообще приехали одни из самых первых, поэтому у нас помощь была только от нашей общины. Люди, которые приезжали после нас, им давали на 1,5 месяца бесплатно гостиницу. Это уже помощь от государства. Но есть момент, из-за того, что мы прилетели не по документам, по родственным связям, а по документам ГИЮРа. Это
Гиюр — это процесс, когда человек не еврей, он может иметь какие-то еврейские корни, но если не по маме, он не считается евреем. И По законам Аллаха, ну, он как бы считается евреем, но по еврейскому, израильскому по Торе, по закону, законам Торы, по израильскому закону он считается евреем до какого-то поколения, он может сделать репатриацию, но по законам Торы он евреем не считается. И если такой человек хочет стать евреем, он проходит процесс гиюра, длительный, тяжелый процесс. Тогда ему дают документы, и он сможет, он становится евреем в первую очередь, это тоже дает ему право на репатриацию. Вот этот процесс гиюра у нас был до переезда или Процесс гиюра, да, был до переезда. Он нас начал водить вообще по непонятным людям. Сначала он нас привел к какому-то адвокату. Начал им рассказывать, что вот у нас такая история, что мы любим друг друга, что они типа вот должны остаться здесь, она должна здесь остаться, и мы должны им помочь. Ну, мы как бы, Женя мне это все переводит, я говорю, слушай, ну это же, типа, деньги, надо как бы узнавать, что, почему. Мы его тоже спрашиваем, типа, сколько, это же деньги. Он говорит, нет, ничего не надо, типа, вообще, чистой души, просто хочу вам, вы хорошие люди, просто хочу вам помочь. То есть, естественно, мы рассказали ему как на духу всю историю, что мы здесь одни. Под эйфорией. Да. Молодые, влюбленные, да. В общем, Женя тогда мне сделал предложение. Еще до него он мне сделал предложение, да, мы с ним сидели, он мне такой, короче, дальше некуда тянуть, в общем, не хочу больше тебя терять. В общем, сделал мне предложение, как бы я согласилась, он звонил родителям, просил руки моей. И в какой-то момент мы начали понимать, что что-то происходит непонятное. Мы как-то, не знаю, это как-то было на ощущениях. И потом Женя мне такой, что-то мы сидим и говорит, слушай, давай мы сделаем все по-правильному. Мы начали узнавать эту историю, что типа если я здесь останусь без документов, я буду нелегалкой, а это большие проблемы, потому что это без страховки, нормально не работает, ничего, в общем, это проблема. Если меня словят, то это депорт. И, в общем, Женя говорит, давай мы, типа, лучше, как бы, пусть это будет дольше процедура, но мы, типа, сделаем все правильно. И мы ложимся спать перед поездом, и я не знаю, каким образом я просыпаюсь от того, что он стоит над нашей головой в нашей квартире, в которой... Да, он как-то так вышло очень Это было странно. очень странно. И, в общем, он, воспользовавшись моментом, да, потому что мы такие были с просонья, такой, надо быстро идти, идти надо. И, в общем, каким-то образом... Надо идти в банк. Да, надо идти в банк. И Женя ушел с ним в банк. В общем, мы сходили с ним в банк, да, в конечном результате он говорит, вот, все, есть возможность. Но нужны деньги. Можно ее оставить, нужны деньги срочно, вот прямо вот сейчас, если будет, все, мы как бы решим. В общем, мы пришли в банк, и он оформил на меня кредит. Да. Причем это был мой первый кредит в Израиле. А чтобы вы понимали, он так боялся кредит. Да, это постсоветская На какую история. сумму? Сумма была на тот момент порядка 7 тысяч шекелей. Это было немного, но мне больше не могли дать, в принципе. Первый кредит, да. Что-то $2000? Да, он взял эти 7 тысяч, 1000 почему по какой-то причине отдал мне, 6 взял себе. И с того момента мы больше его не видели. Кредит я отдавал, кстати, еще года 3, наверное. Очень. То есть сейчас вы в процессе получения документов. да. И если получите, то вы будете оставаться или будете уезжать отсюда? Хороший вопрос. Ну, земля Израиля... Консул потом не будет смотреть. Нет. Как бы я знаю, что сама земля Израиля, она легко не дается, как бы вот. В Торе написано об этом. Ну, это по Торе. Ну, мы попробуем и посмотрим, что будет дальше. Вот. Окей. То есть ваш основной план все-таки попытаться здесь Конечно, остаться мы так жить? легко не сдаемся, и мы вообще прошли гиюр, это вообще уже, все, что мы здесь пережили, это уже так, второстепенно. То есть евреями уже хоть и в Африке останемся, да, ну так, если грубо говоря, и также там будем и шаббат соблюдать. Окей, поскольку вы относительно недавно здесь, у вас такие свежие еще впечатления, Да. как вы успели уже здесь заметить, чем люди отличаются, которые живут в Израиле, от людей на Украине или вообще в СНГ? Темпераментом. Расскажем. Мне кажется, если в Израиле не кричать о себе, то тебя никто не заметит, и тебя могут задавить. Это, то есть, вообще можно взять любую ситуацию. Это очередь в магазине или любая другая очередь. Они все не похожи на итальянцев чем-то. Они все так громко разговаривают, размахивают руками. Но израильтяне очень открытые люди. Вот у нас огромная помощь была именно от израильтян. Они организовывали прям склад с одеждой, со всем, абсолютно со всем, что нужно человеку. Тоже для маленьких детей там было. Это было абсолютно все бесплатно, новые, качественные вещи.
Люди очень открытые, они хотят помогать, они делают это. Ну, у вас ситуация непростая, да, вы буквально недавно вынуждены были оказаться в другом месте, но выглядите спокойно. Почему? Спокойно, потому что соблюдаем законы Торы, поэтому... На самом деле, вот Всевышний мы всегда переехали с Натанией в Хайфу. В первую очередь это финансовый такой у нас был толчок, потому что Нетания очень дорогой город. Не для Олим Хадашим, не для новых репатриантов и не для беженцев 100%. Вот. Переехали в Хайфу, и здесь действительно, здесь я чувствую, что, можно сказать, наше место. Мы нашли хорошую общину и раввина, который нам помогает. И, в принципе, здесь комфортно. Правда, мне кажется, пока что мы не можем судить о жизни в Израиле полностью, потому что у нас нету всех возможностей и всех прав, так как мы без документов. Ну вот, еще как вот в прошлом комментарии, как вот Раф Игаль, когда с вами общался еще, он сказал, что позитивно, вот мы точно так же позитивно стараемся смотреть на вещи, оно легче все воспринимается. Для евреев, в принципе, жизнь в Израиле, мне кажется, как если он с другой любой страны переезжает, тут все равно проще, потому что для соблюдающего, потому что много нюансов в плане кошерной еды. В Украине тяжело достать, надо заказывать через раввина, через общину, ждать пару дней. Вот. В Израиле это просто заходишь, есть отдельно супермаркеты, там, где кошерно абсолютно все, можно не боясь брать любой продукт, и будешь уверен, что это кошерно. Плюс заведения разные, тоже праздники можно соблюдать. То есть тут более чувствуется наше. Единственное правило. Супер. Спасибо вам большое. 5. А вам нельзя, да? Нет. Все, принял, изучаю правила. Держи 5. Ура. 5. Здравствуйте. Так. А так нельзя? Ну, прям так нет. Почему? А? По еврейскому закону не прикасаюсь к мужчинам чужим, кроме своего мужа. Серьезно, извините, пожалуйста. Нет, ну так можно. Вы живете в Израиле? Да. Как давно? 8 лет. Вау. А до этого где жили? В Киеве. Я приехала из Киева 8 лет назад. Да. Как получилось так, что вы решили перебраться? Мечта детства. Я выросла в еврейской семье. Всегда как-то так родители жили в Киеве, но всегда корнями тянулись к Израилю, к исторической родине. Выросла с желанием уехать. Не откуда-то, а куда-то. С идеей того, что хочу жить в Израиле. Ого. Но при этом вы здесь ни разу не были или были? Нет, я бывала часто, приезжала, были родственники, друзья. Я знала, куда я переезжала. Переезжая, представляла, что меня ждет. Я думаю, обычно что скорее... все-таки экономические решения про переехать. Там где-то жизнь кажется получше, или климат бывает. А у вас? Идеологическая. Я думаю, что это даже не так религиозно, потому что не все религиозные люди живут в Израиле. Мои родители, моя мама в большей степени, она всегда как-то так мне говорила о том, что евреи должны быть в Израиле, жить в Израиле. И мне очень нравилось здесь. Я, кроме всего, просто одной идеей сыт не будешь, но я часто очень приезжала сюда, я видела города, мне очень нравились люди здесь, мне очень нравилась атмосфера. Я понимала, куда я переезжаю. До конца все равно невозможно представить, что ждет, с какими трудностями сталкиваешься, какие люди встречаются. Но примерное представление о том, куда я еду, у меня было. Так, это интересно, подождите. Я искренне был убежден, что в сегодняшнем мире люди принимают такие больше рациональные решения. Идеология, наверное, ее тоже можно назвать рациональной, но давайте, я хотел ее понять, в чем она. Мне хотелось жить в стране, в которой я чувствую себя среди своих, в стране, в которой мне комфортно, в которой мне нравится. То есть в этом была и идеология, и, наверное, рациональная часть, потому что нужно любить то место, где живешь. Кайф. То есть я так вот понимаю, что поскольку есть некоторые религиозные традиции или культурные традиции, которые для вас привычны, естественно, ну, например, там, в пятницу отмечать шаббат. И чтобы даже не надо было никому объяснять. Это что, некоторое социальное трение, да? Что надо объяснять, почему ты там вечером не пойдешь на вечеринку или там еще что-то, да? А там классно жить для вас в обществе, где у всех примерно одинаковые настройки по правилам, традициям, культурным кодам. Да? Да, плюс просто любовь к этой стране, любовь к этому месту, то, что мне здесь очень нравилось, то, что мне было комфортно и хотелось здесь жить. Блин, интересно. Я просто все же на себя примеряем, что настолько я себя чувствую человеком мира, что мне везде одинаково интересно. Тут одни устои, тут другие, тут и наоборот, как раз кажется классно везде жить.
какого-то одного места, где вот я чувствую, вот тут все, вот тут мои корни, тут я живу. У меня почему-то нет такого. И я слушаю, мне интересно, и я думаю, это я какой-то неполноценный или еще не дорос просто? Я не знаю, но у меня абсолютно наоборот. Мне хочется всюду ездить, мне хочется всюду путешествовать, мне хочется все смотреть, но возвращаться и жить у себя дома. В том месте, в котором я чувствую себя дома. Я очень много путешествовала и в Европе, и в стране, из которой я родом, но я понимала, что нигде мне не хочется воспитывать своих детей, жить, строить семью, как здесь. Ого, интересно. Давайте поговорим про Израиль. Давайте. Будут смотреть ребята, возможно, кто-то имеет документы и готов сюда переехать, или, в принципе, рассматривает вариант в другую, любую страну переехать. Какие здесь, на примере Израиля, есть самые большие плюсы и самые большие минусы? Что нужно здесь знать? Я думаю, что в первую очередь для того, чтобы сюда ехать, нужно это место любить и принимать его со всеми недостатками. Мы, когда человека любим, мы его принимаем со всеми недостатками. Здесь есть некая такая, наверное, восточная безалаберность, которая вылазит из разных мест, и мы ее встречаем в разных местах. И если там, ты внутренне привык к тому, что у тебя должен быть идеальный сервис или идеальная как бы, картинка какая-то, нужно быть готовым к тому, что ты едешь не туда. Это не то место, где это будет. А как, например, это проявляется безалаберность? Безалаберность. Я думаю, что... Я расскажу историю, которая недавно произошла буквально. Мы полетели с мужем в отпуск и должны были возвращались как раз на следующий день. Наш сын шел в новый садик. А я сына в садик не записывала, муж записывал. Мы как бы оба обсудили, я знала, где он находится, он меня отправил. И мы, значит, 40 минут пешком, маленький ребенок, мы там 2,5 года было, мы пешком долго-долго-долго идем к садику. Я ему рассказываю, что мы сейчас идем в новый садик, ты там, значит, познакомишься, друзья, там все-все-все, как ребенка отправляют первый день в сад. Мы приходим, мне муж четко сказал, где это находится, это там 10 минут от нашего дома, просто детским шагом дольше. Мы приходим, а здания сада нет. Просто нету. Я подхожу к рабочим, говорю, что, извините, детский садик был. Они говорят, да, снесли неделю назад. Я звоню мужу, муж не отвечает. Мы 40 минут ведем обратно. Я дожидаюсь, пока муж там пришел домой. Я говорю, сада нет. Он говорит, не может быть. Я, говорит, я записывала тогда 2 недели назад. Я говорю, сказали, неделю назад снесли. Он говорит, не может такого быть. Я звоню директору сада. Он звонит, директор сада говорит, да, снесли, мы забыли просто. Мы вообще никому не присылали. Район маленький, все друг друга знают, все и так увидели, что сад снесли. Наверное же, вы и так должны были об этом знать и понимать, что его там нет. Ничего страшного. И вот тут, наверное, отойду от главной истории, да, тут, наверное, вся суть Израиля, потому что вот они не сообщили, потому что как же, все же и так знают. Он говорит, я сейчас на машине приеду за вами и отвезу вас лично в сад, потому что мне неудобно, что вы, значит, пешком ушли. Директор сада, то есть там, не знаю, 100 с чем-то человек в садике разных группах. И он приехал за нами, усадил нас, значит, в машину с ребенком и уже повез нас в новый сад. То есть, с одной стороны, они вчера снесли сад, забыли об этом. Не то, что забыли, просто они даже не думали, что это нужно сообщить. А в конце зато приезжает за тобой директор, который везет тебя на личной развозке. Ну, Паш, ты себе представь, я, значит, работал как бы там полгода, да, вот, и в эти же полгода я боролся с местными полицейскими, ходил там в суды, а про суд я не рассказывал, ходил в суды там с городом, в общем, я реально ни хрена не делал. Ну, признаемся, ни хрена не делал, вот просто, вот. А работа классная была, мне жалко, что я потерял. Вот. И, в общем, это было в августе, через год буквально после нашего приезда, мы чуть-чуть оставалось до полного года. Вот. И вот теперь представь себе, то есть уже и садика нет, уже и работы нет, а за дом платить выше средней зарплаты, а работает только жена за минималку, и там максимум она, может, половину как бы, там, денег получает от того, что нам нужно за дом платить. Я молчу про жратву, там, про одежду, там, не знаю, там, про бензин для машины. То есть просто полный пиздец. Ты знаешь, когда меня увольняли по скайпу.
То есть у меня около дома, значит, такой столик, такой диванчик стоял, все было красиво, так, знаешь, я сижу такой, у меня колл с ребятами, значит, звонок с ребятами. Вот они такие: Саша, в общем, так, ты уволен. Когда вот компьютер, да, вот я такой сижу, такой, все, звонок закончился, я такой смотрю в него, а у меня чернота перед глазами, абсолютная. Жена выходит, что там, типа, тебе кофе, а я вообще не реагирую. Вот как будто меня вот в стеклянный шар поместили, и у меня гудит, вот, знаешь, что вот в ушах. Я просто в какой-то момент просто вот на этом диванчике, я вот так вот сам себя обнял, закукался и просто уснул. Ты просто себе представь, до какого дурдома я довел свою семью. То есть я всех сюда привез. Здесь у меня просто нет существования. У меня жена, у меня 2 детей. И я даже не представлял, какие варианты. Почти что нет уже. Ну, там последнюю зарплату они нормально заплатили, да, то есть, мне хватало там на еще 1 месяц. То есть максимум, да, и только там аренды, вот самое такое важное заплатить, не более того. То есть все, это смерть какая-то. Знаешь, вот такая вот, То есть после того, что у меня там было, да, я вдруг просто прихожу к самый минусовой, в днище уперся. Жена молодец, и мне, наверное, повезло, что она в это время работала, да, и она оставляла меня периодически со своими вот этими вот возможностью там в себя пострадать. Но в какие-то моменты мы с ней разговаривали, она говорит, как бы, а мы выберемся? А я такой, я говорю, я не знаю. Она такая, и что будем делать? Я говорю, может, мы сейчас сбежим просто. То есть, тут делают так люди, да, там, если там совсем плохо, сбегают обратно. Просто оставляют долги и сбегают обратно. Просто потом все, может паспорт выбрасывать. Так у меня длилось, наверное, 2 недели. Причем, чтобы ты понимал, с каждым днем становилось все хуже и хуже. Потому что я варился в этой каше. Я представлял себе, то есть я для себя был абсолютным ничтожеством. Я там в мозгах там, в своих там ссорился со своими этими бывшими моими работодателями, объяснял, что я не верблюд, да, что на самом деле я могу там что сделать. В мозгах, конечно, естественно, я понимал, что я не буду им звонить там и говорить, ребят, возьмите меня обратно. Потому что сам обосрался. Примерно как к концу 2 недели получилось у меня на самом деле из этого дела выбраться, потому что есть определенные механики, там, работа с собой, да, вот. И благодаря одной такой механике, в общем-то, я смог себя хотя бы переключить, выкинуть это вот все говно из головы. Что ты стал делать в этот момент? Вот ты сидишь, у тебя денег нет, ты в другой стране. Понятно, что я рассылал резюме везде. Я рассылал их в России, я рассылал их там в Израиле, я рассылал даже в Америку свои резюме. Вот. Никто не толком... откликался? Откликались со словами «нет», либо не откликались вообще. То есть положительной реакции не было вообще никакой. Как будто бы я просто выпал из рынка, стал никому нахер не нужен, да? Про меня все просто забыли. Саша превратился из крутого в ничтожество. Ты помнишь самый тяжелый день? Наверное, самый тяжелый день, это был тот самый день, когда мы как раз говорили с женой. Потому что одно дело, когда ты варишься внутри себя, другое дело, когда ты должен признаться близкому человеку в своем собственном вот этом вот падении. Вот. Я, кстати, вот, собственно, поэтому очень люблю переживать какие-то проблемы сам, чтобы, не говорить никому. Так оно перетопчется, как бы, и вдруг получше станет. Но это, наверное, был самый тяжелый день. Но... Что ты ей сказал? Я сказал, что это, полный трындец, что я не вижу выхода из ситуации. Вот. Но у меня жена очень сильный человек. Она очень веселая, позитивная и очень сильная. Вот. Она сказала, в любом случае, все будет хорошо. Вот правда, это мне очень сложно. Это был самый сложный для меня день, самый тяжелый, да. Вот, с другой стороны, это был день, который дал толчок к тому, чтобы из этого выныривать. Так, Борис, подойди, пожалуйста, ко мне. Давай. Смотрите, чтобы вы знали, как выглядят еврейские миллиардеры. Скромный. Он отказывается дать мне интервью. Но дело в том, что если бы не он, то выпуска про Израиль не произошло бы. Потому что вот это его компания, Gradient. И он, когда узнал, что мы едем, решил нас поддержать, помог нам с гостиницей, оплатил ее за хреновую тучу денег. Поэтому операторам и мне есть где здесь спать и жить, и это помогает нам существенно сократить расходы на этот выпуск, а значит сделать его реальным. Потому что каждый выпуск — это хреново туча денег. Самолеты, перелеты, операторы, монтажеры, режиссеры. Все это нужно, чтобы был крутой контент. И вот такие люди поддерживают нас и помогают. Спасибо. У Бориса крутая Спасибо компания. вам,
И они занимаются мобильным трафиком. Если вдруг вам это нужно, интересно, у вас есть приложение, вы хотите трафик, продвинуть его, получить лиды, заявки, то вот посмотрите на эту компанию, я ссылочку оставлю, зайдите, изучите. Это не реклама, он мне не платит, но он сделал все, чтобы этот выпуск произошел. Спасибо ему большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам. Смотри, так скромно миллиардеры выглядят в Израиле. Реально так. Отслюнявил кучу денег, понимаете? Кучу, а ходит в обычных джинсиках. Ну, такие здесь скромные люди, что поделать. Женя побыстрее написал письмо в армию, чтобы его побыстрее забрали в армию, потому что в армии помогают с долгами, помогают с деньгами, да. Если ты еще солдат-одиночка, то это еще больше помощь, да. Слушай, они за тебя начинают гасить кредит? Помогать, да, начинают. Смотрите, там в армии существует такой человек, он называется Машакиташ. Да? То есть она, в принципе, для солдат-одиночек. И у нее ты можешь попросить те или иные вещи. Да? Там, например, если у тебя очень проблемно там, с финансами, тебе могут дать, например, отпуск от армии, и ты можешь поехать подзаработать денег. Так. Или, например, там, попросить продуктовые карточки, или какую-то сумму определенную финансовую. То есть ты должен все принести из банка. Взял бы $1 000 000 в кредит, они нет, не погасят? Не настолько. Не настолько. Но, тем не менее, для тех, кто идет или будет идти только в армию, есть куча организаций, таких как Нефеш, по-моему, если я не ошибаюсь. И они, кстати, помогают финансово. Все как-то поддерживают и деньгами, или еще чем-то. Да. Они помогают снимать квартиру. Порядка $1000. Я вот приехала к нему второй раз, когда он уже служил. У него не было ничего. Ну, то есть вообще, ни сковородки, как бы он жил, я не знаю, как он жил. Да, ты можешь все попросить. Микроволновку. Они привезли все. Постельное белье, подушки. Тогда даже он снял квартиру, не было ни кондиционера, ничего. Они привезли вентилятор. Ну, в общем, все, что нужно было, они привезли. То есть занесли, принесли, все отдали. И потом тебе это все остается? Да, Да. в конечном итоге, да, они это не забирают. Да. Еще зарплату под Да. всем? Да. Здесь ни армия, ни бесплатно? Нет. Нет, здесь всем платят зарплату. Ничего себе. Срочникам всем платят. Что за Просто зарплата? Сейчас уже Когда больше. я служил, это было 700 шекелей. Это порядка $200. Но я был, с учетом того, что я был солдат-одиночка, мне платили в 2 раза больше. Это порядка этого. Плюс квартирные приблизительно до 3000. Сейчас-то вам здесь нравится? Да. Очень. Ну, вас больше не обманывали? То есть это распространенная практика? Ну, знаете, в Израиле есть такая поговорка. От шаббата до шаббата брат обманывает брата. Поэтому, Там другое слово, да. понимаете, здесь нужно всегда держать ухо востро. То есть это такая страна, как бы, хорошая, очень классная, да, но со своей спецификой. Ну, подожди, от шаббата до шаббата это как будто бы евреи евреев. А ты рассказал, Кей, что араб тебя обманул. То есть здесь... Арабы здесь считаются двоюродными братьями нашими. Все понял. Поэтому как бы они тоже. Да, потому Они что как здесь бы они отношения. есть арабы-христиане, арабы-евреи, арабы... Ну, не прям такие обманывают, но нужно все-таки... Вот у меня была еще одна ситуация с работодателем. Ага. У меня умерла мама, и я был тоже в таком не очень хорошем состоянии. Мне нужна была срочно работа. Я устроился на стройку и отработал там где-то дня 3-4 буквально. Но работать тяжело, на самом деле. Все, я как бы... И мне должны были заплатить, но в конечном результате мой работодатель, да, испарился. То есть, как бы я звонил ему с разных номеров У тебя не были телефонов. оформлены с ним отношения? Или? Нет, это был каблан, то есть как бы здесь это очень... Хотя я ему каблан? передал. Каблан — это прораб, грубо говоря, который нанимает людей на стройку, вот у него есть своя бригада. И ты как бы неофициально работаешь? Ну, они все обещают устроить, да, они все говорят, ну, Пару дней, подожди, пару пару дней, дней, да, и мы как бы тебя оформим, мы тебя оформим. Но в конечном результате, да, Ничего себе. кто тебя не оформил, и у меня остались его, свои вещи у него, там, да, все Да. это пропало, я ему звонил с разных номеров, все, только он слышал мой голос, сразу бросал трубку, на этом все, летали ко мне. Ужас какой. Да, поэтому такое было. Так, ну как ты из этого выбрался? Выбрался я с огромным трудом, не отчаивался, искал другую работу, нашел другую работу, начал работать. Что за работа? Работа была в дальнейшем в супермаркете. Угу. Нашел только в интернете. А сейчас ты чем Проработал. занимаешься? Сейчас я работаю в охране, Ага. на всяких мероприятиях, торжествах, всякие футбольные мероприятия, ну, какие угодно. Ага. Недавно были на концерте какого-то оперного певца очень классного, итальянского. На охране что значит? На входе вот кто охраняет? Или... Везде, везде. Вы все детство мечтали переехать, и в какой-то момент решились и переехали. Да. Что случилось в тот момент? Я закончила университет в Киеве,
Юридический. Это было, я выбрала эту специальность по принципу, что вот в университет заходишь, первая дверь, куда как бы принимали документы, был юридический факультет. На самом деле не... Ну, как все, я думаю, в 17 лет, куда идти учиться, куда родители скажут, где, как мой дедушка говорил, всегда красиво, девочка в суде, в белой рубашечке, в юбочке узкой, значит, всегда красиво можно ходить по судам. Вот. И я поэтому пошла, собственно, это была, наверное, единственная аргументация, почему я пошла. Серьезный анализ профессии, да. Это был лингвистический университет, то есть я учила английский и испанский язык как основу, но уже хотелось, какую-то дополнительную специальность. И вот юридическая специальность, она была выбрана как раз вот абсолютно бездумно в этой истории. И когда я заканчивала университет, я понимала, что перспективы в целом у меня такие, что, наверное, я по знакомствам куда-то смогу устроиться, буду работать в офисе, в том же суде, где-нибудь еще в какой-то конторе. Я этого не хотела. Мне это очень не нравилось. Я поступила через полгода в Израиле в один из самых престижных университетов, Иерусалимский университет. Мне это больше нужно было вот для того, что вот я смогла, я как бы поступила на MA, магистратуру. Извините, на магистратуру педагогическую. То есть меня всегда тянуло в тематику педагогики, в преподавание. И, собственно, то, чем я занималась в еврейских организациях, мне это очень нравилось, и я хотела как бы это продолжать. 2 года я училась. В начале 1-го года я познакомилась со своим будущим мужем. Мы еще через полгода поженились, и переехала я из Иерусалима. То есть я, когда только приехала в Израиль, жила в Иерусалиме. К концу университета я забеременела. И получается, что здесь декрет, он длится 3 месяца. То есть через 3 месяца ребенка, через 3 месяца после родов официально женщина должна вернуться на свою работу, на которой она работала до этого. Как это сделать? Вот так. А у меня не было такой работы, куда мне нужно было возвращаться, потому что я только закончила университет. Но мне очень хотелось чем-то заниматься. То есть я понимала, что если я останусь дома без какого-то своего дела, то я застряну надолго. Я стала пробовать разные вещи. То есть тогда только начали появляться какие-то вот такие залипательные видео, как собирают там торт или что-то еще. Я начала все это рассматривать. А у меня до этого никакого не было опыта вообще в кулинарии. Для дома, да, но не больше. У меня были первые, капкейки, которых я сделала 80 штук, и как бы каждую партию я выбрасывала, потому что они все были сгоревшие, не пропеченные. То есть я понимала, что я куда-то иду, где я априори как бы абсолютно без какого-либо таланта, но я туда иду, потому что мне нравится. И в какой-то момент стало получаться, стали обо мне знакомые знать, что я вот этим занимаюсь. Появились первые заказы каким-то образом случайным. Да, я всегда вспоминаю первый свой заказ, что я училась водить, и учитель вождения, как бы он отвозил предыдущего ученика, и когда мы отвозили предыдущего ученика, он спросил учителя вождения, он говорит, я недавно в городе, я в Петах-Тикве живу, он говорит, я недавно в Петах-Тикве, вы не знаете, где здесь какая-то кондитерская, где можно заказать пироги на работу? А я говорю, я помню, я еду, у меня до этого ни разу не было никаких заказов. Я говорю, знаете, я делаю на заказ, между прочим, пироги. Он мне говорит, что, серьезно? Я говорю, да. Говорю, а что вам нужно? Мне там быстро. Он говорит, давайте я вам завтра позвоню, все расскажу. Я этого звонка ждала просто как, не знаю. Он мне позвонил, действительно, заказал. Это был мой первый заказ. Я впервые устанавливала цену, впервые покупала какие-то коробки, что-то впервые вообще делала. И, стало уже как-то менее страшно, наверное, о себе заявлять. Вот, с тех пор прошло. Довольно остался? Он? Да. Все, я стала это продолжать делать. Я стала заниматься тортами на заказ. Я в какой-то момент закончила профессиональную кондитерскую учебу. То есть я стала профессиональным кондитером. Мне было очень важно, чтобы было все четко, было образование, чтобы я могла как бы с пониманием дела ко всему этому подходить. Вот, и вот уже 3 года я этим занимаюсь. И что ты стал дальше делать? Куда ты пошел? После этого я вспомнил одну вещь. Дело в том, что когда мы готовились к эмиграции, я глобально был готов к дауншифтингу. То есть для меня в этом нет чего-то страшного. Да? Мне интересно пробовать себя в каких-то новых отраслях. Я по образованию, у меня двойное образование, экономист-инженер, да? Я в конце концов могу быть инженером. Вот. Честно, прям мечтой у меня было быть инструктором по дайвингу, да? Жить на море и людей учить дайвингу. Я начал думать, что у меня гораздо больше возможностей, чем я, в общем-то, перед собой сейчас вижу. И
первое, что я сделал, я на следующий день, после того, как я, в общем-то, вынырнул из этого всего говнища, я пошел в местную службу занятости, которая работает с репатриантами, вот, пришел к тетке и говорю, мне нужна работа. Пришел с своим резюме, как ты понимаешь, там, гендиректор, там, все дела, вот, она такая смотрит, такая, на это, такая, а тебе, говорит, типа, работали понты? Я такой, ну, мне работу, говорю, деньги мне нужно, очень, говорю, нужно денег, потому что мне не хватает на жизнь, я не могу там за аренду платить. Она такая, ну, раз тебе надо денег, значит, ты, говорит, делаешь следующее. Во-первых, работа у меня для тебя есть, вот. Ну, ты, говорит, должен делать следующее. Ты берешь свое резюме, рвешь его на кусочки, значит, открываешь чистый лист, делаешь новое резюме, в котором там у тебя, ну, такие маленькие должности, там, типа, ну, там, рядовой менеджер, там, что-нибудь такое, инженерненькое немножко добавь, там, технического, раз там с техникой знаком. Вот. Работа у меня для тебя есть. Возвращаюсь То к есть ней. из резюме человек, который несколько лет, 10 лет, больше 10 лет достроил карьеру и там дорос до высоких позиций, надо было сделать резюме с такого. Да, знаешь, у меня топовая позиция была самая в резюме. Сисадмин в компании с подчинением, у меня было в подчинении 2 человека целых. О, Вот. Серьезно? То есть я был крутой сисадмин, не просто какое-то там это сисадминское говно. Это сколько лет тебе было? Когда я был сисадмином, Не, вот когда ты это резюме сделал. 42. 42 года тебе надо было признаться самому себе, что максимум, на что ты можешь претендовать, это резюме на сисадмина. Ну да. И ты его сделал. Да, я реально его сделал. Я его сделал, значит, отправил к этой тетке. Она говорит, ну, приходи, говорит, я все расскажу. Дело в том, что здесь тоже есть, как в Советском Союзе было из-под полы, есть, значит, позиции из-под полы. Вот. Это была позиция из-под полы, которая, в общем, она мне такая вытащила и говорит, хорошая работа, нормальные деньги, говорит, не сильно черная, но, говорит, рабочая. Я говорю, ну окей, говорю, отправляем меня на собеседование. Ага. Вот. Приехал, прособеседовался, меня взяли как бы на... Что за работа? в разнорабочий. В принципе, это было началом уже перехода к реально хорошей жизни, потому что через какое-то время я понял, что по тому же самому пути, вот я со своим измененным резюме нашел эту работу, можно сказать, другую работу уже в моем рынке. Буквально через 3 месяца я нашел работу, уже связанную со своим профессиональным опытом, и уже в августе, получается, 2019 года, то есть ровно через 2 года почти после нашего переезда, я попал в свою текущую компанию, в которой я реально, ну, теперь уже по-настоящему расту и чувствую себя, ну, прям очень хорошо. А что за компания? Компания занимается... Блин, сейчас попроще попробую сказать. Короче, когда ты играешь в мобильные игрушки, когда тебе там делать нечего, да, у тебя всплывает реклама. Вот. Собственно, мы это и делаем. То есть нас можно ненавидеть за рекламу в твоих игрушках. И ты туда вышел на какую позицию? Изначально я вышел сюда на позицию директора по бизнес-девелопменту, по продажам, по развитию на российский регион. Сейчас я директор по операционному управлению компанией. И, соответственно, ты, получается, что пройдя вот эти испытания, поработав и грузчиком фактически, и после топ-менеджера, устроился здесь и живешь. Дальше у тебя какой план? Ты хочешь здесь остаться на всю жизнь? Хороший вопрос. Мне нравится, на самом деле, то, чем я занимаюсь, очень нравится. Мне нравится то, чего я достигаю, да. Мне нравится то, чего я уже достиг за эти буквально там 3 года, которые прошли с того момента. 2,5 года с того момента. Понимаешь, как бы у меня чисто еврейское вот стремление к постоянному перемещению, поэтому я не исключаю, на самом деле, что там лет через 5-7 я вдруг захочу там, не знаю, в Америку поехать. Ничего не исключаю. Сколько здесь, получается, у тебя зарабатывать вот на этой работе? На этой работе, опять же таки, все зависит от работы. Сколько ты работаешь дней в неделю, все-таки работа почасовая. Ну, Но он не работает каждый день. если Ну, хорошо примерно, попадать, сколько? вот хорошо. До 7 тысяч можно зарабатывать. До 7 тысяч можешь зарабатывать. Этих денег здесь хватает, чтобы жить? В Хайфе, да. В Хайфе, да. В Хайфе просто дешевле, чем в Тель-Авиве. Намного. Да? Конечно. Насколько, то есть, сколько здесь В нужно? 2 раза, я думаю, жилье как минимум. Сколько здесь стоит жилье? Ну, у нас было такое, что мы на 5 жили вдвоем. Вот был период, когда я переехала, я не работала, ну, как бы не было возможности, потому что первое время находилась на рабочей визе, а на рабочей визе сложно найти как бы нормальную работу. Вот, и не хотят сильно брать из-за налогов.
И мы жили первое время на 5 чем-то. Мы жили, да, нормально. Но у нас как бы здесь квартиры намного дешевле. То есть прям существенно дешевле. Я не знаю, если здесь можно спокойно найти хорошую квартиру за 3, то есть реально. Мы снимаем, все включено, 2450. То есть, ну, типа деленка. Деленка. Это здесь в Хайфе вообще популярная тема. Они как бы большие квартиры делят пополам. Потому что очень много репатриантов, и невыгодно снимать большую квартиру. Потому что семьи приезжают, ну, как бы, если это пара, то им невыгодно. И получается, что они делят квартиры пополам, либо на 3 части, либо на 2, и сдают их. Это очень выгодно. В Хайфе это вообще прям... Ну и полноценную здесь можно спокойно снять за, не знаю, за 3. 3 точно. Да, за 2 3, 600 вообще можно спокойно снять. А на продукты сколько примерно нужно вот семье? То есть здесь Что, человек? как вы кушаете? 2, наверное. Ну, у нас До где-то 2000, плюс-минус 2 выходит. 1,5, в принципе. Так особо не подсчитываем, как бы, но где-то плюс-минус 2. Окей. А ты кем здесь работаешь? Я работаю, это фирма по переучету товаров. То есть мы каждый вечер ездим делать инвентаризацию. Да. Насколько здесь тяжело найти вот работу, если ты там сначала стартуешь? Здесь очень легко, быстро устроиться человеком по уходу за стариками, за убирать. Очень быстро можешь устроиться вообще без проблем. В детские сады, заводы, да. Какие там могут быть зарплаты? Все в зависимости. Здесь же почасовая оплата. Ну, примерно. Сколько это? Давайте так, уборка на самом деле оплачивается Хорошо. очень неплохо. Намного да. лучше. Есть люди, которые работают здесь по 20 лет на уборке и чувствуют Да, и себя они говорят, мне нет неплохо. смысла уходить куда-то. У меня есть очень много знакомых, которые переезжали, там они были у себя на родине учителями, там, профессорами, докторами, а сюда приезжают и говорят, а смысл мне, зачем мне, типа, здесь куда-то, да, это для того, Идут чтобы... убираться. Да, и они действительно хорошие деньги зарабатывают. Какие здесь основные плюсы и минусы жизни в Израиле? Давайте начнем с минусов. Слушай, Что знаешь, плохого у нас такая ситуация произошла, что до моего переезда в Израиль Жене очень было здесь плохо, он был здесь один, но здесь одному действительно тяжело. И так как он очень сильно привык быть в семье, ну, с мамой, с бабушками, то ему действительно было одному, потому что все надо решать самому. Здесь надо поднимать задницу и все решать, потому что за тебя здесь никто ничего не сделает. И решать, например, бюрократические вопросы здесь сложновато. Потому что здесь надо прямо их долбать. Они такие ленивые очень здесь. Здесь, в принципе, как бы работают они очень. Да. Перечислите мне 5 самых больших недостатков Израиля. Давайте так. Климат подходит не всем. Это первое. Жарковато, может Очень быть, да? жарко. Значит, второе. Холодно в квартирах зимой. Прям очень холодно. Нет отопления, и зимой в квартирах холоднее, чем на улице. И это прям... Потому что везде плитки. То есть для них это абсолютно нормально. И как бы очень холодно, реально. Даже Специфический восточный менталитет. Да? Так, а что это такое, расскажи? Такой немного крикливый, немного такой контактный, да, то есть близкий. Ну да, если ты такой социофоб, то, конечно, Да, мы все... Я просто очень активный человек. Я переехала сюда, уже вообще особо не было знакомых и друзей. Я переехала сразу так, наладила... Она очень коммуникативная. Да. И ей очень повезло, у нее сразу появилось очень много друзей. То есть она такая, я буду. Я ему такая, типа, давай, не сиди, давай тоже втягивайся. И, в общем, как-то так, что получилось, ну, я считаю так, что везде как бы хорошо с людьми. Вот, что люди делают нашу жизнь лучше, и без них тяжело. Я как бы тоже в Одессе привыкла быть в семье, тоже в кругу семьи, с друзьями, а сюда переехала, и мы одни. И это жутко. Вот это, наверное, единственный минус, что без родственников, без родных. Вот для меня это, наверное, самый большой минус в Израиле. Больше для меня минусов, я даже не знаю. В общем, менталитет, жара, специфическая еда. К ней нужно привыкнуть. Слава богу, у меня есть жена, которая прекрасно готовит. Да, борщи, Мне повезло. все как Но положено. в целом, еда, она не для всех, да. Качество воды тоже. Вот мы недавно с моими сотрудниками обсуждали эту тему. То, как они ездят на дороге, да, то есть как бы О, да. движение автомобильное. Ну, в общем, есть нюансы, но есть и много чего хорошего. Расскажите, чем отличается менталитет людей из СНГ и тех, кто живет в Израиле? Думаю, теплотой, во-первых. И
отсутствием некоторых личных границ. С одной стороны, это проявляется в положительном варианте, с одной стороны, нет. Опять-таки, все зависит от подхода, наверное, как ты это воспринимаешь. Мы сейчас в Тель-Авиве находимся, да, и тут можно увидеть абсолютно разных людей, абсолютно по-разному выглядящих. Я думаю, что если бы такого рода люди ходили бы по улицам стран СНГ, к ним было бы гораздо больше внимания, вопросов. Например? Просто я не понял, что вроде обычно люди ходят. Нет, ну я не знаю, там одетые мужчины, женщины, однополые. Ну, то есть как бы просто здесь как бы гораздо больше к этому свободы. И... В чем? Просто на примерах. Я не понимаю. В плане, что вы мимо них проходите и не обращаете на них внимания. Мимо них кого? Мимо необычно выглядящих людей. Какие здесь необычные люди? Каких необычных людей здесь можно встретить? Я не знаю, что, наверное, в каком-нибудь там российском, украинском городе однополые пары или, там, не знаю, мужчины в женских вещах, все, они кажутся чем-то необычным. Мужчины в женских вещах? Вы не видели еще? Я не видел. Ну тогда вы только очень мало времени еще здесь тогда. Подождите, ходят в платьях, что ли, прям? Женских? Прям. Но это не вызывает никакого ни восторга, ни ужаса. Я не понял, зачем? Это просто... Вы можете подойти и уточнить. Это может быть ваш следующий герой для вашего интервью. Подождите, прям ходишь у мужчин в женских платьях? На каблуках? Нет, то есть это они потому, что у них ориентация такая? Или им просто нравится так одеваться? Я не знаю. Вот вы, наверное, тоже это не знаете, и я не знаю, потому что я мимо них прохожу и не сворачиваю шею. Но такой же, например, герой, который будет идти точно так же, я думаю, одет в любом другом городе, да, он как бы вызовет какой-то вопрос и интерес, и там... вау. Но с другой стороны, людям... Есть дело до того, что там, не знаю, ты везешь в коляске ребенка, у которого нет одного носка. То есть это правда история, что там... Я ехала, ко мне подошла женщина, которая говорит, ты знаешь, что у тебя у ребенка нет носка одного? Я говорю, ну, наверное, он упал. Говорит, найди носок обязательно. Он упал. Я говорю, да, он упал, ничего страшного, мы поехали дальше. Нет, давай я тебе помогу найти носок. Нет, давай я постою здесь, пока ты будешь искать носок. Ты как бы понимаешь, что человек с какими-то положительными эмоциями к тебе приходит. У меня была ситуация, что мне нужно было припарковаться в одном бизнес-центре, и там невозможно было найти ни одного пустого места. А я нервничала, у меня ребенок орал страшно, значит, в детском кресле, и я понимала, что я не могу, я настолько нервничала, я не могла как бы припарковаться спокойно, я просто бросила машину, значит, посреди. Подошла, мне навстречу ехал молодой человек, я говорю, я прошу прощения, пожалуйста, припаркуй меня, просто сядь за руль. Он мне говорит, ну хорошо. Он бросил свою машину точно так же посередине, сел в мою машину, припарковывает. И пока он это все делал, ему сигналят, ну что, он просто оставил. Я побежала туда. Говорю, извините, пожалуйста, у меня ребенок кричит. Вот молодой человек мне помогает припарковаться. Эта женщина была за рулем, она говорит, так а где ребенок? Я говорю, у меня в машине. Она говорит, сейчас, подожди. Она бросает свою машину, выходит, говорит, давай я ребенка подержу, пока он паркует твою машину. То есть все при этом, да, как бы задействованы в этой истории, да. Я, когда родила, у меня 2 детей, 2 мальчика, 3,5 года и полгода. И я, когда родила своего 2-го сына, у нас есть семья, которая недалеко от нас живет, у них 9 детей. Они религиозные, у них 9 детей. Собственных, да, абсолютно. Воу. Да, очень-очень разных возрастов. Мальчик есть, который женат, и есть девочка, которой 2. Ну, то есть абсолютно разных детей. И мне звонит, там, неделю, наверное, 2 недели после родов прошло, мне звонит мама, мать семейства, и говорит, ну что, когда ты нам Якова, старшего моего сына, когда ты к нам Якова отправляешь? Я говорю, зачем? Она говорит, ну как зачем? Чтобы полежать, отдохнуть. Ты же хочешь полежать, отдохнуть? Я говорю, ну, хочу. А она говорит, так давай я сейчас девочек своих пришлю, они Якова заберут, на пару часов у нас пусть поиграет, а ты младшего ложись, ложись, отдыхай. Я была в таком шоке, я просто понимала, что у нее же 9 своих, зачем ей 10-й вот этот вот. А я говорю, ну как, ну куда вам еще? Она говорит, да у меня 9 там, где 9, там и 10, какая разница? Да, и действительно, пришли 2 девочки, 10-12 лет. У меня просто аж глаз дергал. Я просто не представляла, что они сейчас возьмут моего 3-летнего сына и пойдут с ним через дорогу. Я даже говорю, давайте я с вами пойду, ну, потому что мне было как-то, во-первых, страшно их отпускать, во-вторых, просто пойдет, не пойдет. Да, но вот как бы вот это вот желание помочь, и они эту историю проделывали несколько раз. То есть они просто, она мне звонила в четверг перед пятницей, да, там, перед шаббатом, когда там есть приготовление, еда, все. Говорила, давай, заберем.
И это очень, здесь тоже очень распространено, что когда женщина рожает неделю, там, ну, какое-то время после этого ей присылают соседи, знакомые, все присылают еду, что ты как бы первое время после родов не задумываешься о том, что там, не знаю, готовить, встать, там, семья. Это, наверное, так не ощущается, когда там первый ребенок, но когда там второй, третий, десятый, наверное, ну, это больше имеет смысла. И вот в этом эта теплота. Мне кажется, этого нету там, откуда мы родом. Вообще, мне кажется, нигде такого нет, что такая большая семья. Ну, в деревнях, наверное, бывает такое. Может быть. Но тут все большая, как бы, Большие деревни. Окей, супер. Спасибо вам большое. Спасибо. Что уделили нам время, было очень Спасибо интересно. большое вам. Да, у нас традиционная пятерочка, но мы с вами раз Мы на так, мимо. настроение. Так, Ром, Оу. ну, мы с тобой в Израиль. И ты сюда переехал. Да. Как давно? Уже пошел 5-й год. Ого. Скажем так, 4 года и там месяц-два сейчас. А до этого ты где жил? В Санкт-Петербурге. Чем ты там занимался? Что делал? Я всю жизнь в своей профессии, рекламой. Там у меня была компания, она по факту и осталась. И с этим же самым я приехал сюда. Окей. У тебя там компания, карьера, что-то получается, и ты Все красиво, да. А зачем ты сюда решил переехать? Смотри, длинная предыстория, но постараюсь быть краткой. В целом и в принципе я давно искал варианты, как вообще уехать из России. Чисто это мое личное. То есть наверное, эта идея во мне была лет 10. То есть я искал варианты и Испания, и Италия, и разные, и Швейцария. Но основное, конечно, хотелось море, жить у моря. То есть моя мечта, вот реально это вот была одна из основных целей, поехать жить в теплые края, жить у моря, дом у моря, дом у моря. У меня родители живут в Москве, Москва и Питер. И в какой-то момент я общаюсь с отцом, и он мне говорит, что я в Израиле. Он уехал на операцию, там, нога или что-то. Я говорю, прикольно, когда приедешь. И он начинает говорить про вещи, что он уже израильтянин, и у него паспорт. Я говорю, вообще, как это возможно? Вообще, что? И он мне это рассказывает, что у тебя есть вот репатриация, еврейство. Как бы, что еврейство, да, это мы знали, понятное дело, но что вот есть вообще слово репатриация, я его вообще не слышал, я не понимал, что абсорбироваться, что за слова такие. И он мне рассказал, думаю, опа, ну у меня есть реальная возможность, я долго к этому шел, уже почти куда-то уезжал, думаю, надо попробовать. Готовим документы, я про Израиль не знал ничего, вот от слова вообще ничего. То есть вообще ехал, можно сказать, ну где-то в никуда, но я очень долго готовился. И все, мы подали документы, собрались и... Ты какие-то между другими странами как-то вообще выбирал? Нет, я сразу. Ну, как бы я страны выбирал. Меня что подкупило? Честно скажу, меня подкупило то, что ты здесь находишься на правах гражданина. Потому что, естественно, я в этот вопрос углублялся. Не просто ты по какой-то там визе и непонятно кто, а здесь ты гражданин, ты на правах граждан, и открываются, ну, прав больше. Тем более я изначально планировал открывать компанию. У меня немножко история необычного репатрианта, то есть который вот там как-то начинал. А именно я уже начал с компании с ЛТД, да, СОУ, открывать, а для этого нужно гражданство. Чтобы открыть счет, надо гражданство, чтобы были там какие-то права гражданства. И я понимаю, что эта история мне зашла. Почему бы не попробовать? В любом случае, позиция была... У меня очень сильно жена переживала. Ну, понятно, женщины. Все маленький ребенок 2 года. Это, ну, стресс для человека. Это я такой, мне только дай повод куда-то. А она, ну, женщины более такие, понимаешь. Трудно им обстановку менять. Было тяжело морально, ну, подготовились. На что я просто донес, что вернуться, ну, можно всегда. Мы же не в тюрьму едем. То есть собрали вещи, уехали. Ну, пошло у нас не по плану. Ну, плохо нам здесь. Ну, мы вернулись. Но мы попробовали хотя бы. Мы хотя бы пробуем, да. Вот я за то, что пробовать надо. Ну, не получилось, вернулся, это опыт. Получилось, идем дальше. Ну, вот так все сложилось, что получилось. И да, ну, по факту мы дома, и пока вот планов куда-то уезжать или что-то у меня точно нет. Расскажи, пожалуйста, ты приезжаешь в Израиль, первый день, ты уже здесь вообще как турист хотя бы приезжал? Ни разу. То есть ты сразу приехал с документами переезжать? Я когда... И с чемоданами даже? С 8 вот такими большими баулами, ну, уже как репатриант. Ни разу не был в стране, и сразу с женой, с маленьким ребенком, с чемоданами? Да. К сожалению, это ненормально. Это, ну, вот такие мы авантюристы. Да, то есть, когда я, опять же, узнал про всю эту репатриацию, я просто открыл интернет и хотя бы начал читать. Да, я знаю там Старый Иерусалим, Стена плача, понятно, какие-то вещи базовые мы все знаем. Но как-то внутри... И я начал читать.
Для меня было много открытий. То есть я читаю, вот там, это все равно религиозная страна, какие-то вещи, там шаббаты, то-то, законы свои. Там, не знаю, элементарно на улицах там детей нельзя фотографировать, как выяснилось. Как бы я и не планировал, но сам факт вещей, которые ты даже думаешь, ничего себе, и начинаешь в это. Да, никогда как турист не был. Не абсолютно никогда. То есть просто вот так раз. За 4,5 года жизни в Израиле, какие здесь ты видишь основные плюсы и минусы для жизни? Плюсы — это абсолютно, стопроцентно настоящая социальная демократия. Вот. То есть здесь абсолютно свобода голоса. Здесь я чувствую себя свободным. Я знаю, что там за неправильно сказанное слово проблем я не получу. Это из плюсов. Здесь кайфно, здесь море, здесь классная погода. Причем кайфовать я начал, наверное, на второй год, потому что в первый год мне было прям дико жарко здесь везде. Мне нравится, что отсюда можно поехать куда угодно, там, по Европе, там, не только по Европе. И это будет абсолютно там небольшие деньги. Мне нравится, что Израиль — это, в принципе, страна стартапов. То есть Израиль по количеству стартапов на NASDAQ находится на втором месте после Америки. Вот, значит, по стартапам на душу населения он превышает Америку, понятно. И это очень развитая экономическая страна, то есть там ВВП на душу населения в Израиле превышает британский. И это ощущается. Из плюсов абсолютно бесспорно для меня, как для отца там, 3 детей, 2 из которых у меня в Израиле, это то, как относятся здесь к детям, да, и то, как дети здесь растут. Я кайфую от того, что мои дети билингвы, я кайфую от того, как я наблюдаю, как они моментально, не задумываясь, переключают с языка на язык, и как они абсолютно правильно говорят на 2 языках, при том, что одной 4, другому 6. Это реальный кайф. То есть я как отец, как созревший отец, вот, я кайфую от того, что я вижу. И это прям, круто. Я понимаю, что вот даже я не только вот... Я поначалу, когда меня спрашивали, почему я приехал, говорил ради детей. Вот. На самом деле приехал, конечно же, ради себя в первую очередь. Но сейчас я могу честно сказать, что я приехал сюда и ради себя, и ради детей. А из минусом, например, является то, что это социальная демократия. Это означает, что, как и в Америке, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. То есть на те деньги, которые я плачу, на те налоги, которые я плачу, да, можно спокойно, абсолютно спокойно, я считал, содержать примерно 20 репатриантов новых. То есть платите вот самый подъемный, который когда-то получал я. Вот. Также из минусов, мне тяжело, то есть я все-таки с российской такой закалкой, да, мне тяжело из-за того, что местные люди очень громкие. Очень громкие. Израильтяне — это как южные итальянцы, только говорящие на иврите. Такие же экспрессивные, они могут с тобой... Вот, не знаю, там одна девочка будет стоять внизу, другая девочка будет на балконе 2-го этажа. Они отлично друг друга слышат, и они еще по телефону при этом разговаривают. Орут, точнее, по телефону. Это, наверное, вот такая вот экспрессия — это главный для меня минус. Так, что? Значит, от всех, кого я слышу, особенно людей 50+, это социалка, это битух леуми. И что что такое? связано, это битух леуми, это национальное страхование. Если у вас какая-то прям передряга со здоровьем или еще с чем-то, государство вас не бросит. И мы знаем очень много таких вот ситуаций, когда люди С тяжелыми жуткими болезнями, да. диагнозами, да, в конечном результате все-таки их спасали, тянули, Все бесплатно. и все это За за счет, счет да, государства. Вот. Это очень важно. Вот она причина огромных налогов, да? В принципе, да. Но здесь ощущается это, почему мы платим налоги. Понимаешь, да, Реально. что не в Кстати, никуда. Вы всю жизнь здесь будете жить? Не знаю. Ну, Павел, я вам скажу честно. Мы не строим планы. После мне ковида. хорошо везде, где моя жена, честно. То есть я это понял. То есть все-таки не место для человека, а человек в этом месте. Мгм. То, что ты можешь дать этому месту, это очень важно. И кто тебя окружает, это тоже очень важно. Мгм. Израиль очень интересный, но его нужно полюбить. Если вы не влюбились, я знаю много людей, которые здесь живут 20-30 лет, они не любят эту страну. И им сложно от этого жить. В него нужно влюбиться. Вот у Алены получилось. Она прям вот впустила его в себя. И это очень важно. Если вы хотите сюда приехать, вы должны понимать, что это непростое место, и его нужно полюбить. Как-то так. Окей. Ты сказал классную фразу «Мне хорошо везде, где моя жена». Раскрой, что ты имеешь в виду. То, что я испытывал со своей женой вот, совместно, да, в плане общения, в плане
времяпровождения и всего остального. Мне кажется, хоть на остров меня засуньте, да, то есть мне там не будет плохо. Люди, которые меня раньше окружали, ну и одиночество, да, в глубине, создавало мне ощущение плохой жизни здесь. Но на самом деле это не так. Очень важно, кто тебя окружает, с кем ты общаешься, как ты проводишь время. Это все на тебе оставляет, где ты работаешь тоже. Большинство людей, к сожалению, не складывается здесь работать. Ну, они ожидали, там, не знаю, устроиться как-то, да, как-то продвинуться. Очень ожидание На реальности. лестницу, да, а у них это не вышло. Я, например, не ехала сюда с какими-то ожиданиями. То есть Женя все 5 лет на расстоянии мне твердила: Алена, будет очень тяжело, будет тяжело. Я говорю: да хорошо, я как бы не боюсь трудностей. Я говорю: ну тяжело и тяжело. Он говорит: ну надо будет мыть унитазы. Ну то есть он прям готовил меня прям... Я говорю: ну хорошо, говорю, ну что, я что, первая, что ли? Кому-то и унитазы надо мыть, в конце концов. И я приехала, ну, я, ну, как бы благодарна своему мужу, потому что за 3 года, хотя мне тоже все твердили об этом, что сложно, зачем, ну, типа, там сложно, здесь тебе все-таки будет лучше, зачем ехать в Израиль, там все, типа, пахают, как черные. Очень. Действительно, здесь... Я очень зла на некоторых русскоговорящих, потому что они действительно очень много работают, и израильтяне это выкупают, и они действительно садятся на шею, потому что израильтяне не работают столько и не позволяют на себе пахать. А, к сожалению, на вот русскоговорящих, потому что они прямо как берут вот это вот на себе все и прям готовы делать все. То есть здесь так делать нельзя, здесь надо типа тоже типа стопе. У меня тоже есть свое мнение. Я тоже, права, да, свои права. Давайте поговорим. Вы мне платите только за это, буду делать только это. То есть по-другому никак. Окей. Ты, значит, с маленьким ребенком, с женой, 8 чемоданов. Выходишь на улицу. Да. И дальше это что? Как ты? Здесь, смотри, очень важно понять, как я планировал уезжать и что я для этого делал. Да? Вообще история. История непростого репатрианта в чем? Я как бы основательно подхожу к каким-то вещам, особенно глобальным. Безусловно, приезжая в Израиль, у меня был план А, план Б, план С, планирование и так далее. То есть я за полгода реально жил онлайн с Израилем. Я настолько подружился со многими людьми. То есть я вообще должен был в одном городе жить, он называется Ариэль. Ну, потом уехал в Хайфу, там длинная история. И реально полгода я просто общался, я знакомился. На момент, когда я сюда приехал, меня ждали уже в рамках моего бизнеса где-то 60 встреч по Израилю. Уже было назначено. То есть я только взял машину и сразу уехал. То есть это вот так. Соответственно, я поехал какой-то уже подготовленный, открывать компанию, заниматься своими делами. А отвечая на твой вопрос, приехали с чемоданами, получили туда зуд израильский, вот этот паспорт, да. Нам взяли такси, там оплачивают, и привезли на квартиру в Хайфе. Там человек, который... Мы подружились онлайн, мы у него остались, пожили, и вот... И Подожди, ты в онлайн подружился с человеком, и он пустил тебя в свою квартиру? Это вообще забавная история. Вот, ты знаешь, Израиль еще удивляет такими моментами, и это вот не только я тебе скажу, это ты реально ощущаешь, когда здесь тебе готовы помочь, это на полном серьезе. Наверное, родственники так иногда не помогают людям, как помогают тебе чужие люди. Я правда я об этом слышал, я об этом столкнулся. Ну, расскажи конкретно, что ты пишешь человеку, смотри, и что ты ему говоришь? Можно я вас поживу? Не, мы... Не так. Нет, мы познакомились онлайн. Дело в том, что человек, который нас принял тогда, вообще была забавная история, он тоже в нашей профессии связан. Мне за один день 3 человека скидывают ссылку. Говорят: смотри, парень в Израиле написал статью, как вести бизнес в Израиле. Я такой: хоба, я почитал. Сейчас я понимаю, там я бы по-другому написал. Я такой: ничего себе, я хочу познакомиться с этим парнем. Я нахожу его в Фейсбуке, и мы начинаем с ним... Он тоже с Питера. Мы начинаем с ним общаться, дружить, уже принимаем какие-то совместные решения, что что-то начнем вместе, приедем, все. И так получилось, что у меня за один день поменялся перелет из одного города в другой, потому что там как раз у меня не получилось с жильем. И мы кардинально просто едем к совершенно другим людям, с маленьким ребенком. Мы одни в стране. Честно, это действительно некий такой стресс. То есть ты едешь в этом такси, проезжаешь в Тель-Авив, подъезжаешь, что-то такое Хайфа, ничего не знаешь. Выходит вот товарищ, жена, у него ребенок, с какими ты сидишь. Они приготовили ужин, но они потом говорят: вот вы бы видели свое лицо. Реально репатриант, который приезжает, как будто мешком по башке дали. Ну, шоковое состояние оно есть.
Ты вроде адекватный, но ты вообще не понимаешь, что происходит, где ты находишься. С люди, с которыми ты только онлайн переписывался. Да. Мало того, что разместили всю твою семью, Да. приготовили вам ужин. Более того, мы пожили неделю или 2 недели, и они уехали в другой город жить, и мы пересняли ту квартиру, в которой они жили. То есть и квартира, вариант тот, который мы искали. Ну, понимаешь, так все совпало как-то интересно. И квартира, как мы планировали, она и по деньгам нам подходила, и по всему. Через 2 недели они уезжают, мы договариваемся с хозяином, который они снимали, и мы сразу же в этой квартире живем в Хайфе. Сколько у тебя было денег, когда ты переезжал с собой? Я тебе скажу так. У меня была еще такая... Как я мыслю? Я мыслил со стороны бизнеса, то есть я сюда еду, я сейчас немножко... Чтобы ты понимал, к чему я. То есть я должен сюда приехать, даже если с деньгами, но я для себя сказал, я приеду с деньгами, но я этих денег я не потрачу ни копейки, ни доллара. Я не потратил ни разу. Я все изучил, как можно жить, с чего начинать. И я считал, если у меня все получается, если я это вывожу, все, значит, идет все по плану. Если я начинаю обращаться, так скажем, к заначке некой, да, допустим, значит, уже ненормально, что-то идет не так. Это для меня самый большой индикатор. И я вот это для себя поставил, вот это, если я начну лезть к тем долларам, значит, что-то не так. Подожди, ну как жить-то первый месяц? Все просто. Там, смотри, ты когда приезжаешь, ты получаешь корзину абсорбции. Я же изучил все, сколько ты получаешь наличностью, потом в банке, потом сколько стоит... Это то, что государство выделяет. Да, то, что государство, это... И ты первое время жил на деньги, которые дает государство? Можно сказать, да, я их получил, но параллельно тому, что я уже назначил встречи по бизнесу, мы открывали компанию, продажи по моему бизнесу уже пошли в первый месяц. И то, что мне, в принципе, честно, в какой-то момент, месяц-два, 3 месяца, корзина хорошо, но если адекватно оценивать, это как, хороший бонус к тому, что я уже делал. То есть я уже зарабатывал, получал, и корзина плюс хорошо. И это действительно круто. Скажи, пожалуйста, сколько здесь обходится сегодня тебе жизнь? Примерно в месяц? Аренда, Ты имеешь в виду расходы? Да. Ну, у меня не очень репрезентативно, потому что у меня есть определенная кредитная нагрузка, да? Ага. Вот, потому что мы купили квартиру, мы купили там, у нас машина там новая с салона. Ага. Где-то, наверное, в 25 тысяч шекелей обходится жизнь нашей семьи. С ипотекой? С кредитом на машину? Да, но ипотека у меня сейчас на данный момент, из-за того, что сильно подорожали квартиры, я сейчас плачу ипотеку, меньше я платил бы аренду свою квартиру. Вот так даже, да? Да. Всплеск стоимости квартиры за счет того, что много репатриантов переехало новых, да? В Израиле, за исключением одного маленького периода, мне кажется, последние лет 40 постоянно растет стоимость недвижимости. Вот. Здесь это получается, вот если посмотреть последние 2 года, это самое лучшее было вложение вообще денег в принципе, потому что мы купили квартиру в августе позапрошлого года, при этом заплатили мы за нее, потому что там была сложная сделка с поздним заселением. Заплатили мы за нее в апреле прошлого года. Ага. И вот цена, конечно, была зафиксирована тогда, да. То есть в августе. Так вот, с той цены рост примерно 30% произошел. То есть получить за 2 года 30% в развитой экономике – это что-то нереальное. Это нужно такой очень крутой бизнес сделать. Вот. И вот у меня, собственно, покупка квартиры оказалась таким крутым бизнесом в этом случае. Окей, 25 тысяч шекелей – это семья. Ты, жена, 2 ребенка? Да. Окей. Какие здесь примерно расходы у вас на еду получаются? Еще раз? На еду. Сколько из них вы тратите? Ой, тоже очень сильно зависит. Есть люди, которые любят там покупать готовую еду, мы нет. Мы абсолютно в этом плане домашние, семейные, я люблю готовить. Поэтому у нас, наверное, на еду уходит, 1003 шекелей. Вот. Это без алкоголя, если там считать. Вот. То есть, примерно 3000 шекелей. Считай, $1000 считай. То есть, а еще садики у вас, да? Нет, сейчас у нас в садике... Дело в том, что садики здесь платные до 3 лет. А потом? А потом они государственные. То есть мы выходили в частный садик до 3 лет. После 3 лет государственные садики. Ты уже платишь здесь только за продленку.
Поэтому это резко снижается нагрузка на семью после того, как ребенок достигает 3 лет. Ничего себе. То есть садики, школы, они бесплатные. Платные вот продленки, там еще там экскурсии и прочие подобные вещи. А вот эти садики, которые государство предоставляет, это крутые, там хорошо Знаешь, обучают? мне очень нравится. То есть мне очень нравится. У меня ребенок, первый, когда Тёмка пошел в садик, да, представь себе, он же вообще без иврита был. То есть ему там 3 года, значит, он приходит в садик, а там только на иврите. Первые полгода он кусался. Он просто, его бесило. Он пытается что-то вот донести, он пытается что-нибудь понять, и не понимает, и не доносит ничего. А через полгода он заговорил. И он заговорил моментально. Вот. И пиком было, когда ребенок, короче, такой спит, и во сне он начал говорить на иврите. Какие еще особенности Израиля тебя удивили в сравнении, например, с Россией? Я расскажу тебе одну историю, она тоже связана с детьми. Значит, это было где-то, наверное, через год после того, как мы приехали. Мы поехали в зоопарк, и что-то у меня дети прям закапризничали, там что-то нервничать начали, там кричать, орать. Вот. А у меня еще вот российское было, да, там, что можно прикрикнуть, там иногда даже по жопе стукнуть. Значит, мы доходим до машины, короче, я сажаю сына в кресло, а он верещит, вырывается, говорит, я не хочу, я хочу мороженое, никуда не поеду, отстань от меня. И я начинаю орать. Что там? Замолчи, хватит на меня орать, давайте пристегнем, поедем. Что-то поворачиваю голову, и я понимаю, вся парковка за телефоном и звонит в полицию. Я, короче, в машину быстро по газам, короче, и сваливать оттуда. Это вот был переломный момент, полицию когда вызывали на тебя из-за того, что ты кричишь на своего ребенка? Да. Вот. Я в этот момент понял, что я поступил очень неправильно. Я понял, что здесь с детьми совершенно по-другому общаются. Начал присматриваться, начал говорить с людьми. Вот. И для меня, на самом деле, было каким-то даже шоком, да, только когда мне рассказывали, что а не надо, как бы ты спокойно с ним говоришь, и он тебя будет слушать. И знаешь, Паш, я начал говорить со своими детьми спокойно. И они начали меня слушать. Вот. И я понял, что я нахожу гораздо больший контакт с детьми, чем я находил до этого. И это было для меня реальным открытием. То есть я никогда не обращал внимания на то, как я там веду себя с детьми. Вот. И вот отношение к детям, вот такое вот именно отношение к детям, и то, что оно настолько очень эффективно, мега эффективно, меня поразило. Кайф. Супер. Есть еще особенности, если Да. еще особенности. Мне очень нравится Израиль, потому что он гомогенен по поведению людей. То есть люди ведут себя очень одинаково, независимо от того, какие это люди. Понятно, что есть разные, есть супербогатые люди, которые там любят кичиться своим богатством, но совершенно спокойно вот там вот среди тех людей, да, которые там сидят, кушают там на улице, может оказаться долларовый миллионер или даже миллиардер. Абсолютно спокойно, потому что здесь человек может там быть в футболке, ехать на самокате, причем арендном, вот, и при этом за спиной иметь миллиард. Здесь люди абсолютно открытые, очень открытые, да. Иногда эта открытость даже кажется агрессией. Пока ты не понимаешь язык, да, даже тебе может показаться, что это агрессия, а некое там проявление к тебе там какого-то там положительного там, как бы сказать-то, отношения. То есть то, что мне в банке хамили, когда я хотел открыть счет, это, скорее всего, наоборот, она показывала свои... Может быть, Паша на тебе говорил, Пашенька, я очень хочу тебе помочь. Ты, пожалуйста, дай мне вот сейчас одну вот эту бумажку. Я понимаю, что не понимаешь, Пашенька, пожалуйста, помоги. Дай мне бумажку, я тебе помогу. Я сейчас открою тебе счет. Кину тебе кучу денег. А тебе кажется, она на тебя орет, там, типа ты дурак, ты чисто приперся, там, и так далее. Ты просто язык не понимаешь. Окей. Что еще? Вот такие особенности очень интересны. С чем ты еще здесь таким сталкивался, что тебя удивило, и ты понял, что это другой менталитет, другая страна, другие люди? Конечно, я, честно признаюсь, я охренел от того, что я на себе почувствовал, что такое самая дорогая страна в мире. Вот, Израиль, все, его уже признали, может быть, не Израиль, но Тель-Авив точно самый дорогой город в мире. По стоимости жития здесь. Вот. И я помню, поначалу еще, когда я там шекели в рубли пересчитывал, у меня просто... мне реально плохо становилось. Вот. Надо признать, что сейчас уже очень многое сравнялось. Сейчас я, когда последний раз был в Москве, я видел цены даже выше, чем в Израиле. И получается, что он меня как бы предупреждал, я была готова. То есть он мне такой, Женя, то, что нам повезло, что Женя мне всегда говорил правду. То есть насколько вот она была бы неприятная, всегда мне говорил, что будет так, так и так. То есть легко не будет, денег нет, я выплачиваю кредит, служу в армии. Слушай, сладкое предложение. Да.
Я не отказалась от такого. Почему ты решила переехать тогда? А, К нему, когда условия не супер. Но обычно считают, что наоборот, нужен принц Я на белом понимала, коне, что- перспективный, будущий миллиардер, что-нибудь в этом роде. Я, А ты выбираешь слушай, простого парня, который никогда не кредит строила выплачивает. иллюзий. Никогда в своей жизни. Наверное, нам это помогает, потому что, переехав сюда, я тоже не строила иллюзий по поводу Израиля, что здесь будет какая-то супер жизнь или что-то, не знаю, что мы станем богатыми или... Ну, в общем, я не строила иллюзий. И я... мы просто за 5 лет на расстоянии мы много общались. Это прям колоссально настолько, что 24 часа в сутки мы были на связи. Мы засыпали вместе на телефоне. И сюда переехать было сложно, и для этого нужно было пройти несколько кругов бюрократии в Одессе, чтобы собрать все документы. И здесь ему нужно было тоже побегать, чтобы они дали разрешение на въезд мне как жене. Потому что мы даже расписавшись, я не могла въехать сюда как жена. Это тоже, кстати, проблема в Израиле, то, что ты не Да. можешь пожениться на территории Израиля. То есть, Гражданин Израиля нерелигиозный должен выехать за пределы государства, там да. провести эту процедуру Да. и в дальнейшем вернуться То есть- один, Да. И подать ждать, документы да, в приглашение. весь, все, что нужно, и ждать приглашения. Вам они дают приглашение, и вы можете уже привести свою жену. И потом вы проходите всю процедуру. Алена намного лучше знает этой процедуре. Да. Она сделала... То есть я сейчас Она не гражданин создала еще, группу у меня вид на жительство, но я чувствую себя вполне... Я не ощущаю себя не гражданином, не ощущаю себя каким-то, как многие говорят. Гастарбайтером. Может быть и так. Но у Окей. меня есть и социалка тоже. У меня тоже так же, как и у гражданина Единственное, что Израиля. не может голосовать. Да. Что я хочу понять в завершение. Хотя у нас с вами был выпуск про Израиль, но я думаю, что люди, которые посмотрят, в большей степени их удивит то, что вы вместе. В том смысле, что вам хорошо, несмотря на все сложности, на все препятствия, вы нашли возможность быть вместе, и вам хорошо, и, судя по вашим словам, вы не врете. Но при этом знаем мы статистику, из 900 браков 600 разводов, по крайней мере, в России. Большая часть людей у них не получается построить отношения, любить друг друга. Почему, как вы думаете, у других не получается? Не умеют разговаривать. Да. Не умеют разговаривать. Это Нужно самое... уметь говорить и уметь слушать. Самая большая проблема — это люди не разговаривают с друг другом вообще. То есть я сколько уже живу, и сколько я слышу людей, которые, они реально не могут говорить ртом о своих желаниях, о своих проблемах, каких-то чувствах, делиться всем. То есть, и, наверное, из-за этого, я думаю, что да, скорее всего. Вот большой плюс в Израиле — это ценность семьи. Ценность людей вообще реально. Израиль — это для людей. Вот если ты хочешь жить в социуме, то это место, реально. Потому что Если вам стало жарко на улице, вас всегда Да. заведут в магазин, накормят. дадут вам воды. Да. То есть, Женя никто работал не в охране в каньоне, в торговом центре. И бывало такое, он мне звонит и говорит, блин, я такой голодный. И буквально я не знаю, через 5 минут подходит какой-то человек, просто ему с Макдональдса, то есть прям полный пакет еды, то есть там все, что хочешь. кофе. Или Просто ты хочешь кофе? То есть То есть это... Здесь это... обожаю людей в Израиле, действительно. То есть здесь всегда помогут, всегда. И очень нравится ценность именно семьи, потому что здесь прямо основано все на семье. Здесь очень важная семья. И как отцы к детям относятся. Здесь отцы и дети — это прям очень крутая история. Они прям здесь как вторая мама. Здесь мамы могут работать, они прям не хотят сидеть в декретах, а отцы могут сидеть в декретах. И да, вообще, так как они ухаживают за детьми, это действительно Израиль, это люди, в первую очередь, действительно. Круто. Спасибо большое. 5. И тебе спасибо. Паш, здесь настолько все по-другому, и для меня это в каком-то моменте было открытие. А в чем по-другому? Здесь легче позвонить и легче Да. трубку берут? Здесь нет этих секретарей, здесь, может быть, не принято так продавать, здесь люди очень открытые. То есть некоторые То есть клиенты... ты звонишь, уже настроившись, что перед тобой дистанция на целый месяц, долбиться. да, А все что таки, я... да, конечно, что приходи. Да, то есть ты думаешь, какой-то скрипт продаж, да, вот как мы менеджеров по продажам учили, там, что-то, какие-то, они заготовочки есть. И либо это пишешь. Многие через сеть было. Там, нашел человека... А язык ты знал? Не, английский и русский. Ты на английском писал или на русском? На русском. Я начал с русского бизнеса. То есть я здесь русского бизнеса, причем
большого русского бизнеса очень много. Ничего себе. Естественно, у меня была цель, кстати, что меня еще подкупило в Израиль делать бизнес, потому что здесь много русских и русского языка именно для бизнеса. Это удобно, правда. Ну и люди тоже по-английски говорят. Ты помнишь свою самую первую сделку в Израиле? Когда тебе сказали, подтверждаем проект. Да. Это, Через сколько это произошло? С момента приезда? Я сейчас скажу, это было, может быть, недели 2 плюс-минус. Нифига себе. Это было То есть ты не то чтобы страдал, что у тебя нет контракта? Знаешь, как это забавно? Нет. Это, кстати, самое интересное. Эта продажа была не по тем встречам, 60 встречам. Это и вообще первая продажа внезапно. А я расскажу забавную историю. Давай. Приходит СМС, и там, я не помню, как называется, тот, кто занимается репатриантами, типа у них бизнес-клуб для приезжих. И мне пишут: Роман, вы приехали в страну, а мы проводим тренинг для репатриантов, как вести бизнес. Я отвечаю: хотите, я вам проведу тренинг, как вести бизнес? Приглашайте. Мне такие: ничего себе, ты дерзкий. Знаешь, вот из этой серии пошла коммуникация. А ты кто такой? И все, мы подружились. Я не провел тренинг, люди это заценили. Мы сейчас очень дружим вот с этой организацией, с этими людьми. Расскажи, пожалуйста, с какими самыми большими сложностями ты здесь столкнулся? Сложности, может быть, какие-то были непосредственно связаны с проектами, с бизнесом, может быть, если я вспомню. И была забавная история. На меня вышли люди. Это просто нечто. Мы хотим тебя продавать, мы хотим быть представителями твоего агентства. Я: ну давайте, приезжайте. Паш, это надо видеть. Это приезжают люди, как из 90-х. Я такого в кино не видел. Пиджаки вот такие, это вот такие цепухи, вот такие кольца. Я сначала еще не понял, что происходит. Это в Израиле? Это здесь. Это вот как в кино. Можно, наверное, таких увидеть. Я даже не понял, откуда они взялись. Один такой маленький, вот ему, знаешь, так, что так не хватало? А второй такой какой-то типа телохранитель. Я: окей, давайте разговаривать. А мне весело, ну давайте. И они мне начинают объяснять, что они умеют продавать рекламу, они долго занимались. Очень длинная была беседа, длинный разговор. Дай нам лиды, мы будем продавать, все, нам процент. Естественно, находясь бы, допустим, где-то в России, я просто с такими людьми, вот они просто всегда мимо проходят. Ну, то есть мы сами создаем общество. Здесь в рамках эксперимента мне стало: я говорю: давай. Вот мне интересно, а вдруг здесь так работает? Я же не знаю. Ну вот и попробовали. Так. Ну, попробовали до того, что была продажа. Во многом мое упущение, действительно. Была продажа, скажем так, продукт продали один по одной цене, как тебе сказать, а продали на словах вообще другое. То есть взяли денег больше за то, что мы должны были дать меньше. Понимаешь? И когда вот это все начало... Наоборот, наверное. Взяли денег меньше, а пообещали больше. Наоборот. Подожди, взяли денег меньше. Да, пообещали больше. Взяли 100 рублей, а сказали, помидоров отгрузят на 1000. Нет, смотри, подожди, они взяли денег вот столько. Да, а пообещали больше. Да, они пообещали столько же, но по факту у нас столько нет, у нас есть столько. Они раздули, скажем так. Они пообещали больше помидоров, чем у тебя было. Да, они больше, красивее, я не знаю, там пахучее и вот так далее. Да, ты вот прав. И все, пошла сделка, продажи, пошел процесс, потом стали появляться какие-то вещи. Я уже начал в это все вникать. И, там такая история своеобразная, что у людей были разбиты платежи. Здесь очень принято на чеки. Вот это с чеками для меня была история тоже. Отсроченные платежи. Они их просто отменяют, а работа сделана. И у нас был серьезный конфликт. Я сказал: я подаю в суд, я нанимаю адвоката. То есть я очень серьезно был настроен. Клиент говорит: приезжай ко мне, мы все уладим. И он этого не хотел. То есть я готов на мировую, но работа была сделана, даже то, что сделано, даже вот за все это, он убрал этот платеж. Я приезжаю тогда с человеком, и такая тоже история. Заходим, сидит клиент и трое вот таких тоже, как в кино. Я говорю: вы откуда все взялись тут? Что эти? Вот реально, Паш, вот как из 90-х. В майке там всего-то, и вот что за люди. У нас как бы приватный разговор. Там начинается такой типа по понятиям, что кого-то, да-та-та-та-та. Русские? Русские ребята какие-то, они считают себя, видимо, бандитом. Мне было очень забавно. Мне не было страшно. И у меня обратная реакция. Когда меня пытаются тронуть или запугать, или что-то, я нападать начинаю. Так. И все. В итоге мы разошлись. Мы должны были еще провести одну встречу. У нас не получилось. И по телефону были угрозы. Там что тебе говорили?
Я тебе контракт в жопу засуну, это было ключевое, глубоко, там, знаешь, этот договор, потому что я говорю, пацаны, у меня все юридически подковано, они реально не правы. Вот есть договор, ну, на что мне в жопу пообещали засунуть, там еще что-то много всего, а все, меня клинит, потому что я пошел в бой. И я начал в обратку выплескивать абсолютно другими терминами, что, парни, все, вы попали, разговор записан, как тебя зовут, гони свой паспорт, ты кто такой. Они поняли, что переборщили и стали прятаться. В общем, такая история, в общем, все уладили. Денег-то заплатили? Заплатили. Я победил. Да, заплатили, потому что пошел риск арестования, ареста счетов того клиента. И все, пошли на мировую. На данный момент я операционный директор компании, я акционер, хоть и миноритарный, к сожалению. Вот. Ну, в общем, жизнь, я считаю, сложилась. Окей. То есть получается, что самое главное в итоге для тебя при переезде оказалось найти нужных людей, с которыми вы вместе работали, вы делали продукт, и это позволило в другой стороне работать не чернорабочим, а как бы реализовывать себя и свой потенциал. Бесспорно. А еще, помимо этого, очень сильно помогло, что в какой-то момент поверил, что я могу это найти. Потому что пока я от себя эту возможность закрывал, пока я вот не верил, что я могу это сделать, да, я и не находил. Прикольно. Получается, самое главное, если ты хочешь переехать, неважно, в другую страну, в другой город или даже поменять компанию, самое главное — это найти тех людей, с которыми классно, с которыми есть вот эта взаимодополняемость. Вы верите друг в друга, но начинается все с того, что вот ты сам в себя поверил. Да, бесспорно. И погнал. Окей, как компания называется? Градиент. Градиент. И вы еще раз, типа, трафик для других приложений. Трафик для мобильных приложений, но, Паша, сейчас мы уже рассматриваем там покупку нескольких агентств, поэтому я не делюсь, и мы через какое-то время станем full digital агентством. Вырезаем. Конкуренты мои, понимаешь, не хотят. Не, у тебя креатив, ты же на креативе главное все. Ничего не понимают. Ладно. Кайф. Супер, спасибо. 5. Давай попробуем перечислить по пунктам, в чем отличие людей, которые живут в Израиле, от людей, которые живут, например, в Петербурге. Главное, наверное, отличие, вот, которое очень ощутимо, это ощущение свободы. Вот люди живут реально свободно. А здесь, вот это, наверное, ключевое. Вот то, что меня всегда привлекало, я здесь это ощутил. Я очень свободолюбивый. Я всегда говорю, что надо жить для себя, а не для других, не в угоду других. Вот как в России говорят там, что о тебе подумают, да? А здесь такого нет. Здесь как бы главное, как тебе комфортно. То есть люди очень свободолюбивые, имеющие полное право голоса на все. То есть вот такое. Что еще отличает? Мышление другое. Все-таки здесь люди, понимаешь, тяжело по пунктам, потому что люди очень смешанное население. Кто-то здесь русскоговорящий, кто-то родился здесь, но говорит по-русски плохо. Кто-то приехал, как у меня сыну, 2,5 года, и ему надо постараться сохранить русский язык, и, может, он будет говорить с акцентом, я не знаю, вот такие. Кто-то недавно, кто-то с России, с Украины, с Белоруссии, с Казахстана. И тут такое смешение, то есть вот, и это прикольно. Супер! 5. Давай. Ура! Тебе спасибо. Ура! Go! Ну чтобы вы знали, Рома вообще нам помогает. Вот он нас возит везде и сказал, что я буду все дни с вами. Просто возит нас на машине, чтобы мы везде успевали. Так что Ром красавчик.